Всем привет! Меня всегда спрашивают, почему нет обзоров на Black Shark технику. И вот сегодня появился повод для такого видео, а именно выход на рынок новых часов от этого суббренда, а именно Black Shark Watch X H100. Интересные часы, обладающие весьма обширными возможностями для повседневной жизни. И если ты давно себе искал что-то подобное, то это очень хороший выбор. Поэтому присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Что касается комплектации Black Shark Watch X H100, они идут в черной квадратной упаковке. Сверху отпечатан внешний вид часов, сбоку и снизу есть общая информация о этих часах. В самом же комплекте будут идти сами, конечно же, часы, сорян за тавтологию, удобная зарядка по типу как у Mi Band, инструкция, запасная пленка, медиатор для открытия сим-лотка, а также запасной ремешок. По поводу дизайна и эргономики остановимся чуть детальнее. Часы имеют классический дизайн котла, как это раньше называли. То есть это стандартная форма круглых часов, которые из моды не выйдут, наверное, никогда. И это принято считать стилем. На руке сидят весьма уверенно, а гипоаллергенный ремешок позволяет гибко выбирать жесткость затягивания на руке. Кстати, ремешки сменные, и в комплекте еще будет идти как раз этот самый резиновый гипоаллергенный ремешок. А сразу из комплекта на часах будет пристегнут кожаный ремешок. Материал корпуса пластик, и возможно это кого-то разочарует, но опять же учитывайте, что из-за металлического корпуса цена была бы и выше. Что еще интересно, сбоку у часов есть микрофон. И да, если вы видели новости о выходе этих часов, то, наверное, вы могли заметить, что они оборудованы LTE модулем. То есть сюда можно поставить полноценную симку и звонить на номера. Из органов управления сбоку мы получаем снизу клавишу активации начального экрана часов, а также при повторном нажатии мы заблокируем эти самые часы. Верхняя кнопка также может разблокировать устройство, а также будет отвечать за быстрый переход в меню нужных режимов. Ну а с другой стороны браслета, которая будет находиться на самом запястье, расположены, как и обычно, датчики измерения ЧСС, пульсоксиметр и контакты для зарядки. Ну а далее мы переходим к дисплею этих смарт-часов. Тут мы получаем экран диагональю почти 2 дюйма, но если быть точным 1,9 дюйма, кадровую частоту в 60 Гц, и этих компонентов будет вполне достаточно для комфортного повседневного использования данного устройства. К сожалению, информации о типе матрицы я не нашел, потому не буду утверждать, что тут AMOLED или же еще что-то. Конечно же, экран имеет защиту, закаленное стекло, но опять же, кто его производитель, также об этом не указывается. Что еще характерно, то производитель сразу из коробки наклеил пленку на экран, чтобы защитить его от нежелательного воздействия. А вообще, как показывает мой опыт, то технику от Xiaomi и ее суббрендов нужно сразу одевать что в чехол, что в пленку, ибо царапаются эти устройства прямо в воздухе. А также, как я упоминал в самом начале, в комплекте будет еще идти одна запасная пленка. Ну а теперь пришла пора в комплексе рассмотреть программное обеспечение, операционку и возможности этого чуда. Сразу говорю, тут установлена операционка Android 8.1. Интерфейс весьма приятный, отклик на выбранное действие не заставляет себя ждать. Да, кому-то может тут хотелось бы увидеть Android 14 или вообще 15, но что есть, то есть. Если коротко по возможностям часов, то их очень много. Скажем так, это тот же Mi Band, но в формате смарт-часов и с большими дополнениями. Из всего обилия функционала, который есть, я хотел бы отметить следующие интересные штуки. Первое, это возможность активировать режим фонарика, что может позволить вам быстро найти вещь, ну и тому подобное. Второе, это рабочие сервисы Google, которые позволяют просматривать тот же YouTube, выполнять синхронизацию контактов и многое другое. Третья, клавиша Home позволяет открыть доступ ко всем настройкам и режимам часов и выбирать необходимую опцию. Четвертое, мультифункциональные циферблаты позволяют вам получить еще больше удовольствия от взаимодействия со смарт-часами. Пятое, мощный GPS. В этих часах его прокачали, и он нового поколения. Еще точнее данные он сможет передавать, что отразится на качестве ваших различных действий. Шестое, возможность скачивать приложение позволит вам чувствовать у себя на руке полноценное Android устройство и без каких-либо ограничений. И наконец, седьмой пункт, это конечно же камера. Да, она на 2 мегапикселя, но в целом идея очень неплохая.
Кто-то может написать, что это как шпионское устройство, но я скажу, что это не так. Не везде стоит искать какой-то скрытый смысл и предметы заговора. Теперь поговорим насчет особенностей Black Shark Watch X H100. Чего тут нет, так это NFC. Обидно, досадно, ну ладно, как говорится. Часы получили батарею на 900 мАч, чего хватает на 3 дня активной работы. Ну и в целом на практике это будет именно так. Конечно же, не стоит забывать и про возможность погружения в воду с ними. Тут также все нормально с этим. И не забываем о модуле LTE, который тут присутствует, ну и будет выделять этот продукт среди всех других в этом сегменте. И самая последняя особенность, и, наверное, самая крутая, это наличие Wi-Fi, который позволит вам дома в кроватке посмотреть любимые видосики с YouTube, ну и при этом не обращаться за помощью к тому же планшету, компьютеру или же смартфону. Ну и что же теперь это итоги? Стоит ли брать себе данное устройство, если вы хотите отдохнуть от смартфона или же ищете для себя ну прям реально что-то новое, то однозначно да. Возможности и функционал позволяют получать максимум необходимой информации и ее анализировать. Из плюсов я могу отметить следующее. Это мощный GPS, наличие сим-карты, камеры, а также кучу разных режимов для работы. А вот к минусам могу отнести отсутствие NFC и отсутствие полноценной синхронизации с мобильным приложением. И это таки критично. И потому я не упоминал в этом видеоролике ничего о мобильном приложении, потому что просто-навсего не получилось их с ним сконнектить. Ну а если вас заинтересовали эти часы, то ссылка на проверенного продавца будет в описании под этим видео. Ну а в комментариях жду от вас ваше мнение об этих смарт-часах и какие преимущества, на ваш взгляд, являются тут ключевыми при покупке. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.